Два монаха смотрят на развивающийся флаг. Один говорит: «Это движется флаг». Второй с ним спорит: «Нет, это движется ветер, поэтому движется флаг». К ним подходит их учитель и говорит: «Вы оба неправы, это движутся мысли в вашей голове». Мораль. Мы собрались на этом интерактиве, чтобы двигать мысли в наших головах. Мы здесь для того, чтобы находить решения на сложные вопросы. Как я могу сделать свою жизнь лучше? Как и в чем я могу реализовать свой потенциал? Как мне пробить стеклянный потолок? Как гармонизировать отношения с собой и с миром? Приветствую вас. Благодарю, что подключаетесь. Мой эфир рассчитан на 45 минут, максимум час. Если я не успею ответить на какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях, в директе, в комментариях под этим видео. Я всегда отвечаю, без ответа никто никогда не уходит. И в середине или в конце эфира я расскажу про приветственные бонусы, подарки и так далее. Меня зовут Анна Чайковская, если кто-то еще не знает. Я регрессолог, энергопрактик и коуч по стандартам ICF. Это крупнейшая международная федерация коучинга. Более подробно обо мне можно посмотреть в видео первого дня. У нас сегодня второй день. Вот в видео первого дня я много рассказывала о себе и о том, почему, как важно выбрать своего регрессолога, как важно слушать внутренний отклик, выбирая специалиста помогающих специальностей. В первом дне было много ответов на вопросы про регрессионную терапию, что это такое, как она появилась, как вообще это все работает. Поэтому сегодня мы уже об этом говорить не будем. Все ответы есть во вчерашнем эфире. И сейчас я просто напомню основные темы, с которыми работает регрессионная терапия. Это самопознание, самореализация, отношения, финансы, здоровье. И, конечно, один из самых частых запросов на регрессию – это предназначение. И именно об этом мы сегодня поговорим максимально полно. Конечно, многим из нас хотелось бы вместо того, чтобы на ощупь куда-то плестись, стучаться в закрытые двери, прожигать жизнь впустую, тратить время, просто получить некую историю, лайфхак о том, как прожить жизнь максимально правильно, с минимумом ошибок, без лишних проблем, без лишних сложностей. Как найти свое предназначение в жизни, если ничего не умеешь? Очень частый вопрос испытывающих людей, испытывающих эмоциональное или профессиональное выгорание. Причем чаще всего эти люди владеют хорошими навыками, востребованными. У этих людей, как правило, не одно высшее образование и куча дипломов о дополнительном образовании, о разных прошедших курсах. И эти люди, которые, в принципе, неплохо справляются со своей текущей работой, но искать свое предназначение их гонит желание что-то изменить. И очень часто вот такое желание раскопать что-то в себе, раскопать свое признание, человек путает с необходимостью найти более высокооплачиваемую работу, так как просто не может закрывать свои финансовые потребности. И всемирно известный автор Джон Кеха утверждает, что найти свое предназначение человеку совсем не сложно. Важно быть верным самому себе и следовать зову сердца. И с этим, конечно, я понимаю, что как раз с этим и есть у нас у всех основная проблема. И он говорил также, что зря люди переводят поиск душевного призвания в коммерческую плоскость. Да и вообще искать предназначение не надо. Если жить в гармонии со своими внутренними потребностями, предназначение само найдет человека в нужный момент. И об этом же говорил Садхгуру. Он говорил, что когда человек счастлив, когда человек тотально проживает свою жизнь в моменте, когда он знает сам себя, доверяет себе, он не задумывается о поиске какого-то там предназначения, он просто живет, вот он счастлив в моменте, вне зависимости от того, что происходит в окружающем мире. И, конечно, грустный момент здесь заключается в том, что мы все хотим быстрый и легкий результат. И мы не хотим идти в собственную глубину, исследовать себя, мы не хотим разбираться со своими ценностями, со своими ролями, миссией, истинными желаниями.
Но мы хотим, чтобы нам дали какой-то готовый ответ побыстрее, мы его пойдем сделать, и пусть все будет правильно, вот без этого мозгокопания. А потом мы начинаем удивляться, а как же так? Вот я такой хороший, честный, порядочный, интеллигентный человек, я всем помогаю, я никому не отказываю, всегда помогаю тем, кто просит помощи. Но как только очередь доходит до меня, я чувствую какое-то мощное сопротивление, и я ничего не хочу делать. И я совершенно не хочу тратить время на эти личностные раскопки с поисками смыслов, ролей, ценностей. Мне работать надо, мне семью кормить надо. Скажите, что делать, я пойду это делать. Не хочу никаких вот этих копаний. Это грустная история, лайфхак, без этого не получится. Но едем дальше. И для многих поиск собственного предназначения превращается в смысл всей жизни. Часто человек, проработавший в какой-то сфере, в какой-то профессии, понимает, что он вообще занимается совершенно не тем, что его это не радует все. И гуру восточной психологии учат, что проблемы в любой сфере, в том числе и с поиском призвания, предназначения, случаются тогда, когда человек теряет связь с самим собой. Правда, в наших традициях его, в принципе, редко кто когда находил и вообще в глаза видел, но, тем не менее, мы к этому все стремимся. И как только вы чувствуете, что в жизни что-то пошло не так, отправляйтесь в тихое место, где никто вам не помешает поразмышлять, никто не помешает вам уйти вглубь себя. Или, как альтернативный вариант, если у вас нету такой практики, идите, пожалуйста, к регрессологу. И здесь вы найдете ответы на огромное количество своих вопросов. Возвращаясь к теме регрессии, у нас у всех были очень разные жизни. Мы были ворами, королями, принцессами, палачами, убийцами, бомжами, проститутками, крестьянами, вот любыми абсолютно категориями граждан. И, конечно, мы все были мужчинами и женщинами. И у нас у всех были очень ресурсные жизни, когда мы были бесконечно богаты от рождения, когда вопросы денег и предназначения вообще перед нами не стояло. И при этом мы жили комфортно, мы жили счастливо, мы делали то, что доставляет нам радость, мы занимались любимым делом, мы были реализованы в семье, у нас была прекрасная семья, долгая жизнь до глубокой старости, в окружении детей, внуков, правнуков, которые нас обожали. И если это то, что вам сейчас нужно, но есть ощущение, что вы не понимаете, а как это вообще возможно? А как возможно быть счастливой в отношениях? А как возможно быть счастливой в работе? А как вообще это чувствуется и понимается, что именно это дело моей жизни? И оказавшись там, в той своей жизни, вы будете чувствовать целый спектр новых для вас чувств, эмоций, которые вы даже их не представляли себе. И вы никогда их не чувствовали в своей текущей жизни, они есть, и они ваши. И в регрессии у вас будет возможность напитаться ими, как сухая губка, и забрать это все себе в текущую жизнь. Давайте вернемся к теме предназначения. В регрессионной терапии считается заблуждением полагать, что предназначение – это профессия, что это какое-то личное дело, вот мы родились, и где родились, там пригодились, и должны вот чем-то одним по жизни заниматься, но жизнь – это театр, и роли у нас у всех совершенно разные, и кто-то рожден быть злодеем, и в этом его предназначение. И предназначение – важный момент, оно меняется в течение всей жизни. Как правило, с таким запросом приходят люди после 30 лет, имея за плечами очень достойный бэкграунд, как правило, это уже несколько образований, это, как правило, семья, это дети, это достаточно устоявшаяся уже жизнь, но что-то в человеке вот его беспокоит. И в такой момент он приходит к регрессологу, и мы исследуем его предназначение. Здесь важно понимать, что предназначение меняется в течение жизни, и мы его смотрим на момент запроса. То есть если сейчас мы смотрим предназначение, вы получаете такие-то, такие-то инсайты,
то лет через 5 можно посмотреть предназначение, и будут уже другие инсайты, и какие-то уже другие будут задачи для решения. Вообще на то, что проблемы с предназначением и что вы не по своей дороге идете, указывает много разных факторов, в том числе проблемы со здоровьем, указывают на то, что человек находится не на своем пути. Важный момент для понимания: предназначение – это не профессия, это вид деятельности, это задачи, которые человеку надо решать на данном этапе жизненного пути. И предназначение – это не только про благость и пользу, и про свет миру. Вот это не только про это. Как я сказала, злодей тоже может быть вполне предназначением. Но вообще сам факт того, что человек задумывается об этом вопросе, а на своем ли я пути, нашел ли я уже свое предназначение, указывает о том, что что-то недоделано, что что-то здесь не проработано, что нужно вот с этим вопросом действительно позаниматься. И, как правило, на регрессию приходят люди, которых жизнь уже лупит, и они чувствуют, что вопрос глубже, чем они сами могут разобраться. И им объективно нужна помощь, им нужна подсветка. Это, знаете, как про переход, про выход на новый уровень. Когда человеку надо двигаться, а он вместо этого тупит и тормозит. А ему надо двигаться вперед. И он идет тогда к гадалкам, к экстрасенсам. Я ничего не имею против ни гадания, ни экстрасенсов, но просто я говорю сейчас немножко не об этом. А ему нужно просто идти вперед. И в каждой профессии мы выполняем разные задачи. И именно это и есть предназначение. То есть предназначение – это не музыкант, актер, писатель, сантехник, инженер, журналист. Это не об этом. Регрессионная терапия выделяет следующие виды задач, которые человек должен решать. Во-первых, это лидер-руководитель. Вторая задача – посредник-переговорщик. Третья задача – практик, работник, исполнитель. Четвертая задача – наставник, помощник, учитель. Пятая – исследователь, экспериментатор. Шестая – финансист, предприниматель. И седьмая – философ. И давайте я расскажу на примере, как это все реализуется, на примере, например, медицинской отрасли. У многих родителей хотели, чтобы их дети стали врачами, и вообще это мечта любого советского человека, чтобы его ребенок был врачом. Итак, в медицине роль лидера исполняет министр здравоохранения, например, либо любой руководитель медицинского центра, поликлиники, клиники, больницы. Это человек, который решает организационные задачи какого-то бизнеса или всей отрасли, если мы говорим про министра здравоохранения. И это же ни разу не любой медик. Да, у этого человека есть медицинское образование, но он не медик, он не врач, он не лечит людей. И может ли участковый терапевт в таком случае с таким же, например, образованием стать министром здравоохранения или управлять клиникой или поликлиникой? Предполагаю, что так же, как может ли кухарка управлять государством, но, наверное, скорее всего, нет. Следующая задача – это посредник-переговорщик. И в рамках медицины это человек, который занимается закупками медицинского оборудования, который занимается закупками лекарств, препаратов, то есть все, что связано с обеспечением жизнедеятельности, хозяйственной жизнедеятельности медицинского центра. Но он также не врач, хотя у него также есть медицинское образование, и он также в медицине. Следующая задача – это практик. И вот это уже как раз и есть врач-исполнитель. Этот человек не создан для управления медицинским центром, он не создан для руководства здравоохранением, он не заключает договора с аптеками, но он идеальный исполнитель, действующий строго в рамках протокола.
Он не тестирует на людях новые лекарства, новые схемы лечения, он не учит их, как самим стать врачами, а он берет и лечит. Все, вот с 9 до 6 он лечит, это его работа. Следующая задача – это наставник, учитель. И это, как правило, медики, которые преподаватели, профессура, лекторы. Им нравится не лечить, им нравится учить. Они работают со студентами в ординатуре, они делятся знаниями. И он может это делать как в медицине, так и в любом вузе, медицинском или не медицинском. Человеку с такими задачами важно делиться знаниями. В данном же случае у человека также есть медицинское образование, он также работает в медицине, но он не врач. Следующая задача – это исследователь. И, как правило, это такой, знаете, чокнутый профессор, или это хирург-новатор, это человек, у которого беспокойный ум, который все время тестирует что-то новое, новые схемы лечения, новые способы проведения операций. Вот он все время пробует что-то новое. И они не могут жить по шаблону, и они не могут жить с 9 до 6, им тесно в этих рамках. Как я уже сказала, это образ чокнутого профессора. И сюда же относятся многие творческие люди, художники, писатели, ученые. Это люди, которые пробуют, экспериментируют, бац, у них получилось, они пробуют дальше. Вот это вот все об этой категории людей. Следующая задача, которая находится в рамках предназначения, это финансист, предприниматель. И я думаю, что любой человек знает, что коммерческий генеральный директор – это вообще два совершенно разных человека. Один зарабатывает деньги, второй ведет за собой и руководит процессом. Их нельзя поменять местами. Даже при наличии одинакового профильного медицинского или экономического образования результат будет плачевный, скорее всего. И это так же, как если генерального директора отправить философствовать в лес. Он умрет от тоски, болезней, сопьется, наверное. Это вот не его история. А философу, как раз мы подходим к 7-й задаче, философу на всех этих ролях вообще будет плохо, потому что ему это вообще все неинтересно. И ему не нужны деньги, какое-то вот финансовое благополучие, роскошь. Ему абсолютно вот это все не надо. Ему хочется читать, гулять, созерцать, рефлексировать, размышлять. Это отшельники, это одиночки по жизни, это монахи, йоги, люди, которые добровольно уходят из социума. И если, например, мы говорим не про медицину, то в спорте также нужен человек с навыками и с задачами наставника, но при этом ему совершенно не обязательно самому быть олимпийским чемпионом, но он должен уметь хорошо учить спортсменов. Или исследователи в спорте, они должны хорошо придумывать и ставить новые трюки, новые движения. И это очень важно, потому что если философа поставить на роль исследователя, он тоже заболеет и сопьется от нереализованности. А наставнику, учителю важно делиться знаниями. И он хочет делиться знаниями, ему это важно, он получает от этого удовольствие, он в этот момент чувствует себя живым. И ему не важно, где будет реализован этот навык, где будет реализована эта задача. Он может учить в школе, в детском саду, он может быть учителем на стройке для молодых строителей или в ординатуре для молодых врачей. Не имеет значения абсолютно. Не важно, какая профессия, важно, какую в ней занимает человек роль, какие навыки он в ней реализует. Вот предназначение – это именно об этом. Потому что учитель одинаково счастлив в классе, на стройке. Он делится знаниями, он делится опытом, он от этого кайфует. Как же так получается, что, дойдя до достаточно взрослого возраста, осознанного, мы не знаем, не понимаем, не чувствуем себя, мы не знаем, чего мы хотим, мы даже не знаем, а вообще, кто такой вот этот я, какой я, чего хочет этот я, какой я на самом деле. Но мы вернемся к этому чуть позже, а пока я расскажу, как строится работа с поиском предназначения в регрессии. Работая с предназначением в регрессии, мы пойдем смотреть нашу самую наполненную, самую ресурсную жизнь, в
которой наше предназначение было реализовано максимально полно. У нас у всех были такие жизни. И у нас у всех была же не одна жизнь. Все, кто смотрели первые эфиры, они все это знают, что было огромное количество жизней. Мы пойдем смотреть самую-самую ресурсную, в которой хранится наибольшее количество подсказок на вопрос с предназначением в текущей жизни. И мы будем исследовать там важный очень период жизни, когда человек еще был сам собой. И это, конечно, детство, до того момента, как ему не обрезали крылья. А на регрессию чаще всего приходят именно люди, которым крылья пообрезали, потому что те, у кого крылья целые, они в полете, и они никуда не приходят, они летят и занимаются своими любимыми делами. Например, в детстве кто-то любил играть в кукол, а кто-то любил этих кукол лечить, а кто-то любил лечить животных, а кто-то вообще не любил никаких кукол, любил читать книжки, а кто-то день и ночь был готов рисовать. И некоторые дети же вообще не любят играть, им важно уединение, а кому-то, наоборот, важен коллектив. И мы в регрессии будем внимательно исследовать все такие моменты. Чем занимался человек, когда был один? Как ему было комфортнее? Что у него лучше всего получалось? Что ему доставляло наибольшую радость? Но постепенно, с возрастом, родители начинают на нас всех влиять, записывать нас в те кружки, которые они считают нужными на основании той специальности, которую они для нас уже выбрали. Забирают краски, забирают фломастеры, дают счеты и калькулятор, или заставляют учить неинтересные предметы, рассказывая о каких-то плюсах, каких-то важных для них профессий, в которых, по их желанию, мы должны будем потом учиться и работать всю жизнь. И в таком случае получается, что в 15 лет у человека уже вообще все ориентиры сбиты, и тут и драм-кружок, и кружок по фото, и еще и шить охота, и курсы высшей математики, и курсы шитья, конструирования одежды и так далее, так далее, так далее. И очень важно объяснить, особенно если человек новый, если вы первый раз приходите на регрессию, если это первый ваш опыт, что, возможно, потребуется не одна регрессия, чтобы научиться слышать себя. Возможно, здесь потребуется время. Об этом мы, кстати, к этому вернемся еще чуть позже, когда я буду рассказывать про курс. Дальше, изучая наше предназначение в регрессии, мы будем смотреть тот период жизни, когда человек уже начал что-то делать. Мы посмотрим, а что именно он делал, а как он делал, а чему он вообще научился в том воплощении. Как вообще вот он дошел до жизни такой, какие у него были лайфхаки. Потому что вообще предназначение – это очень легкий путь, как я сказала уже в начале. Это путь без сопротивления, когда все дороги открыты. Это когда вы чувствуете, что Вселенная несет вас на руках. У вас все складывается легко, вы в потоке, вы реализованы, вы признаны. Успех – это же не случайность. А нас всех учат, что жизнь тяжела, без труда не вынешь и рыбку из пруда. И вот эти установки, эти ограничивающие убеждения – это что-то типа программного обеспечения человека. Это призма, через которую данный конкретный человек, данный конкретный индивид смотрит на окружающий его мир. Это то, как он его воспринимает. И если представить весь окружающий мир как территорию, то представление отдельного человека – это как карта. И вот набор наших внутренних убеждений, ограничивающих убеждений, это та самая личная карта. Похожа она на правду или нет, в данном случае значения не имеет, но в 99 случаях из 100 она не похожа на правду. Но важно то, ведет ли вас ваша карта туда, куда вы хотите, или она вас туда не ведет. Зачем мы вообще роемся в программном обеспечении своего мозга? На это есть одна весомая причина. Все, что мы верим, во что мы верим, то и случается. И это именно про установки, это именно про ограничивающие убеждения. И если внушать ребенку, пусть даже не явно, что он тупица, что он бездарь, он вам это с удовольствием докажет. А если для вас любовь зла,
начинайте выращивать капусту, потому что козла же придется кормить. И установки – это прогноз, который мы сами себе пишем. В регрессию мы идем изучить именно состояние предназначенности, как это чувствуется, и забрать это состояние в текущую жизнь. Человек, который выполняет свое предназначение, он всегда успешный, он для этого был создан, он для этого был рожден. Но для нашего мозга это все очень энергозатратно, он совершенно не рассчитан на то, чтобы вести нас к счастью. Основная функция мозга – это сбережение энергии и вашей физической жизни. То есть ему больше ничего не надо. Ему важно, чтобы его домик был биологически жив. Все. А вот эти все истории про трансформации, личностный рост, и тем более вот это как какие-то такие странные цели, которые вообще нельзя измерить, нельзя понять, как их достичь. Вот поэтому мозг включает сразу сопротивление, что нет-нет, нам это не надо, нам на диван и лежать. И привычка – это вообще вторая натура, которая избавится годами от практикуемого способа мышления вообще очень сложно, так же, как избавиться вот от огромного количества этих установок, которые у нас есть. Но для этого же мы и идем в работу в регрессии, чтобы разделить черное от белого и найти эти установки, посмотреть, как они определяют нашу жизнь. И это один из тех самых случаев, когда наблюдатель меняет то, зачем он наблюдает. Потому что все же помнят, что где внимание, там энергия. И вы не можете увидеть в окружающем мире ничего из того, чего нет внутри вас. И как только вы воочию увидите, какими средствами вы пользуетесь, вы выводите вот эти ограничивающие убеждения, установки, вот вы это все вы выводите из сумрачной зоны на свет. И знаете, это как феномен сороконожки, когда у сороконожки спросили: слушай, сороконожка, а как ты вообще с таким количеством ног, как ты не путаешься, как ты ходишь, как ты понимаешь, когда какую ногу переставить? После чего сороконожка задумалась над ответом и вообще не смогла больше сделать ни шагу, так и осталась парализованной. Вот точно так же, абсолютно точно так же, обнажая наше бессознательное, наше охраняемое бессознательное оружие, мы лишим его боевой мощи. И дальше мы уже сможем постепенно выбирать, а какие мы хотим установки оставить. А может быть, мы их хотим на что-то заменить, а может быть, мы хотим от них совсем избавиться. Говоря же о своем предназначении, мы изучим самое успешное воплощение в том ключе, что успех не случайен, и максимального успеха мы можем добиться только тогда и только в том, для чего мы пришли в эту жизнь. Проживая жизнь, которую нам выбрали наши родители, мы не будем чувствовать счастья. Хотя, может быть, внешний результат быть окей, но счастья внутри нет, потому что не ваше. В регрессии же мы пойдем как раз в ту прошлую жизнь за получением ваших собственных ресурсов, ваших собственных знаний, ваших собственных инсайтов. И будем просить подсознание само показать вам то, с чем вам нужно работать. Возможно, что-то было недоделано в прошлых жизнях. Может быть, вам нужно здесь, может быть, вы занимаетесь как раз тем, чем нужно. Вот это все мы посмотрим в регрессии. Мы изучим, как вы это чувствуете, это состояние. Мы посмотрим, какие вы ресурсы там задействовали. Мы посмотрим, а чего вам не хватает в этой жизни для реализации своего предназначения. Потому что, на самом деле, мы же все про себя знаем. И про свое предназначение мы же все сами знаем. И наша задача найти потерянный фрагмент пазла в регрессии, чтобы картинка сошлась. Но складывать, конечно, придется все равно вам самим. Регрессионная терапия – это способ осознанно посмотреть на свою жизнь и найти ответы на самые непростые вопросы. И это, конечно, не волшебная таблетка, как мы уже неоднократно об этом говорили. И это очень обширная, очень глубокая
тема. Именно поэтому я решила сделать курс. Конечно, даже одна регрессия – это уже лучше, чем ничего. Но такой глубины, как можно получить от курса, с одного сеанса получить физически просто объективно невозможно. С помощью курса вы сможете поставить перед собой любые амбициозные цели в личной и финансовой жизни, в карьерной сфере. В чем вы захотите, абсолютно будет возможно все. И за месяц вы откроете другую себя. Вы станете лучше знать себя, лучше понимать свои интересы, свои истинные желания. И когда происходит такое знакомство с самим собой, человеку становится легче реализовывать свой потенциал, уже не будет стоять вопроса о том, а как не ошибиться в выборе предназначения. К теме курса. Что нужно для того, чтобы записаться на курс? Во-первых, нужно написать мне личное сообщение, я расскажу все подробности. Во-вторых, нужно оплатить курс полностью, либо внести предоплату. И третий, самый важный момент, нужно этот курс пройти. Если его просто купить и не проходить, к сожалению, он так не сработает. После курса вы уже не будете никогда прежней. И если вам эта тема интересна, то я готова сделать вам особое предложение.